А сейчас мы отправляемся. На пещеры Бату. Сейчас будем кушать. 272 ступеньки. Да? Не верится то, что я это вижу. Нормально. Тратит наши деньги. Я ни разу не делал рис палочками. Say hi. Еще раз здравствуйте, добро пожаловать в Куала-Лумпур, столицу Малайзии. Или как мы еще его немножко сравнили с Дубаем, то есть это, грубо говоря, азиатский Дубай. Почему мы так думаем вообще? В целом, я, кстати, сейчас ролик домонтировал один замечательный, но вы его увидите раньше, чем это видео. Короче, почему мы сравниваем? Потому что здесь, во-первых, есть практически такое же высокое здание, как Бурдж-Халифа. Да, хорошо, у Бурдж-Халифы 163 этажа, здесь 118. Вот, собственно. Но также здесь есть еще и башни-близнецы, которые строила та же компания, что и Бурдж-Халифу. То есть они, в принципе, похожи. Если их взять одну и поставить на другую, то, в принципе, это выигрывает Бурдж-Халифу. Да ладно, собственно, что там про Бурдж-Халифу. Вообще, здесь очень все современно, очень все развито. Метро, я бы сказал, гораздо лучше дубайского, потому что дубайская, что там, одна ветка, да, и пересечение зеленой. Ну, это вообще, в принципе, даже, я не знаю, небо и землю сравнивать, я бы за Куала-Лумпур в любом случае проголосовал. Единственное, в чем выигрывает, на мой взгляд, Дубай, это в уровне заработной платы. То есть она там выше в разы, чем в Куала-Лумпуре. Если, допустим, там в среднем в Куала-Лумпуре зарабатывают $1000-1500 в месяц, то в Дубае в среднем зарабатывают 3, а то и $4000 в месяц. То есть соотношение, как бы оно виднеется сразу. Да? Куала-Лумпур в целом инновационный, новый мегаполис, в котором не так много людей, как в том же Дубае или в каком-нибудь Токио сравнивать, да даже с Москвой это несравнимо. Жилье единственное плюс-минус стоит, как в Москве. Если у вас здесь есть жилье, если вы способны как-то здесь перебороть момент с визами, то welcome to Куала-Лумпур, потому что здесь, повторюсь, комфортно, приятно, зелено и красиво. А сейчас мы отправляемся с Катей куда? На пещеры Бату. На пещеры Баду. Баду. В общем, говорят, это удивительное и красивое место. Так что надо самим проверить это. Прибыли на станцию Кампунг-Бату. Желтая линия, то есть она прямо от нашего дома идет сюда, где-то станции 4-5, да, мы проехали. И сейчас, собственно, ждем автобуса, он через 8 минут прибудет. Но не стоит путать, что у них есть два разных направления, и если один приедет, 173, это не значит, что это тот. То есть в гугле посмотрели маршрут, все показано, где он даже сейчас едет. Можно еще на поезде, но это будет дороже, а на автобусе просто побольше времени занимает у вас этот весь маршрут. Ну ничего страшного, мы никуда не торопимся, мы гуляем и наслаждаемся просто жизнью. 173 это наш, пойдем. Круто, что карточка от метро тоже работает и на автобусы, и вам не приходится покупать новую или платить деньги водителю. Вот так, друзья, можно здесь просто в обычное кафе заглянуть, и все очень культурно, приятно, чисто, красиво. Сейчас будем кушать. Лед принесли, так что, ну, это можно вылить. Они все со льдом подают. То есть я вот, например, и так холодная она. У них просто всегда плюс 30-35 и... Ну, не надо куда? А что? Ну окей, ладно. Катя мне запрещает со льдом пить. Так что будем вот кушать, собственно. Приятного аппетита!
Покушали очень вкусно, все было вкусно, не острое. Я немножко себе остринки тут добавил, но оно не чувствуется особо, если сравнивать там с той же Индией или Непалом, допустим. Блин, ну классно, реально, вот я рад, что я в таком месте покушал сейчас. Наконец-то мы добрались до нашей локации, это пещеры Бату, что в переводе означает с малайского языка скала. Пойдемте вовнутрь. Если вы, друзья, еще думаете, ехать ли в Куала-Лумпур и вообще в Малайзию, ой, честно, не знаю даже, что вам на это сказать. Может быть, не нужно думать? Чтобы подняться в главную пещеру, нужно пройти 272 ступеньки. Мы сейчас на середине, и эти ступеньки как фотозона. Здесь все фотографируются, потому что получаются яркие, красивые фотки. Здесь также множество мартышек, вот таких, он с ребеночком бежит. Короче говоря, их очень много. Прям как в предыдущем нашем храме в Катманду. Обязательно здесь ссылочку оставлю. Там 365 ступенек. Здесь всего 272, это легко. Вот еще бежит, смотри. Ох, какие шустрые. Будьте с ними аккуратны, они могут утащить у вас сумку или ваш личный телефон. Вот так вот можно прямо с ними фотографироваться и видео снимать. Они очень здесь более, не то что очень, они более воспитаны, чем в Катманду. Но они не на правильном питании. Едят все, что попадя просто и не попадя. Чипсы и так далее. Да? Интервью берешь меня? Да. Только он мне не отвечает. Или это она? Это он. Он. Как вы здесь проживаете, мистер? Он мне не отвечает. Не хочет. Кайфово, да. Ну все, пойдем, Катя, быстрее. Последние 20 ступенек. С мартышками нафотографировались. Вообще все здорово. А какие над нами гроты свисают. Прям как будто мы попали в какую-то космическую необитаемую среду. На территорию храма с голыми ногами заходить нельзя. У девушек должны быть прикрыты ноги, поэтому на входе за 20 рингитов выдают какой-нибудь платок на ноги, но я в штанах, поэтому все окей. Конечно, не верится, тут так все облагорожено, такие ступеньки, все так прилично, даже вот лавочки, как всегда, сувенирные, можно что-то купить, какие-то сувенирчики. Ну и, естественно, сама пещера, посмотрите, мы просто среди камней в этой глыбе сверху капает вода, сейчас будем все мокрые. Прям как будто я в каком-то фильме, я не знаю, прямо не верится то, что я это вижу, я в этом месте нахожусь. Непередаваемые эмоции на самом деле. А теперь, ребят, подумайте, что кто-то здесь работает, и каждый день он преодолевает эти все ступеньки. Я думаю... А самое важное, что вся эта красота абсолютно бесплатная. Мы сегодня отправляемся в Yet Plaza, Love Yet Plaza, торговый центр, где сосредоточены все все, что связано с техникой и IT. Потому что наш ноутбук, он ни хрена не хочет нормально обрабатывать видео, потому что у нас уже 3-я страна. Нам очень всего много монтировать нужно. Но, к сожалению, ноутбук решил... Я вчера просто заливаю видео, думаю, сейчас я помонтирую ролик про отель. Думаю, он легкий, сделаю быстро. Я заливаю просто первое видео, и у меня половина инструментов в Adobe Premiere не работает. Я такой думаю, ну, зашибись. Смотрите, какой вид у нас, блин, эх, я вообще нарадоваться не могу. Ну все, поедем, посмотрим, в разных источниках разная информация. Вовремя пришли, да? Отлично.
Нет, они ходят каждые 5 минут, но все равно 5 минут ждать не очень. Машина прям перед нами врезалась в другую машину. Нормально. Метро здесь очень хорошо развито. Идти от станции до мола буквально 5-6 минут пешком. Перед вами открывается огромный мол с электроникой. И здесь 5 этажей различной техники. Если же вам что-то нужно конкретно, то, соответственно, вы можете посмотреть отзывы в интернете о том продукте, который вам нужен. Мне нужен был игровой ноутбук, чтобы он хорошо вывозил Adobe. И задача у меня заключалась в том, чтобы найти в этом 5-этажном здании нужный мне MCI. Вот такой, смотри, Core i7. Под твои кроссовки. Да, под мои кроссовки. Как вам, ребят, новый аппарат для нашей еще оперативочки сейчас накидаем. Мы нашли более-менее хорошие цены, более-менее хороший выбор из ноутбуков, то есть здесь все есть, и тут вообще все ноуты есть реально, любые игровые, тут можно просто тут же скидать, то есть я ему говорю, то есть мне надо, допустим, 16 гигов оперативной памяти, мне нужна там какая-то карта, видеокарта, там еще что-то хорошее, ну то есть мы сейчас MCI собираем, добавляем туда оперативочку, чтобы все нормально летало. И это видео я уже буду монтировать более, так знаете, расслабленно, кайфовать, потому что, ну, по-другому не называть этот момент, когда у тебя нормальный, зараза, ноут. Наш старый ноутбук, он в принципе тоже нормальный, но это Huawei, и у него нет нормального разгона, то есть на нем работать в каких-то программах, в принципе, ну, нормально. Но вот чтобы прям плавненько в Adobe и там в Graphic Effects, например, работать, это нужен игровой по-любому. Поэтому сейчас собирают, нам переустанавливают Windows с русским языком. Тратят наши деньги. Зашли в какой-то китайский ресторан, решили попробовать. Посмотрели по ценам, ну, средняя цена. Вот нам уже принесли чаечек, пусть он немножко заварится. Там травка, китайский чай какой-то. Вот, естественно, уже принесли палочки всякие, вот эти вот закуски острые. Сейчас ждем основные блюда. Причем это мусульманская страна, все блюда, особенно в китайских ресторанах, из свинины. Вот так вот 13. Давайте, ребят, попробуем палочками рис поесть. Я ни разу не ел рис с палочками. Хорошо. Он из-за того, что липкий. Угу. Они его так специально делают для острого все. Да, вкусно. Ну, такая, знаете, ребята, азиатская кухня, то есть, ну, прикольно, прикольно. А вот и Кате принесли. Это, кстати, традиционные димсамы, да. То есть, вот это что у тебя такое, мясо? Тоже димсамы. Это ты разные димсамы. Катя заказала разные димсамы, то есть вот это вот пареные, но в традиционной таком горшке. А это обжаренные, то есть тоже интересные. Ну, что могу сказать? Советую попробовать любую кухню, нужно пробовать, правильно? Я вот советую китайскую здесь кушать, почему бы нет? Здесь 3 нации проживают, то есть малазийцы, индонезийцы и китайцы, и каждый свою кухню принес, каждый свои традиции сюда принес. И, соответственно, как-то вот они в одной стране мирятся друг с другом. Все, Катюша, ноутбук есть, покушали, пора домой. Мы просто сейчас заходим в квартиру, ну, в наши апартаменты, и такие думаю, прибрали или нет? Да, мусор убрала. Короче, вот такая уборка. Ребят, просто она даже со стола не убиралась. И полотенце не поменяла. Вот полотенце висит. Так она не меняла, она просто заправила. Так она, короче, заправила. Нет, полотенце добавила. И вот наше полотенце одно висит здесь. И она его просто не увидела. И вот здесь не убрала полотенце. Ладно, полы сами будем мыть. За один день или за 2, по-моему, максимум мы
посмотрели все, ну или практически все, что в Куала-Лумпуре есть. Помоги, пожалуйста. Вот, так что сейчас будем тестить ноутбук. MCI-очка. Но я думаю, он должен справиться с задачами. Мы хотели отправиться на Гентин Хайс сегодня, приехали, и билетов не оказалось, sold out. Даже если мы бы отправились бы туда в 2:30, ближайший билет сейчас 11, то билетов обратно на автобус на сегодня просто нет. Мы думали, короче, поехать в какой-то другой день, но попались девчонки. Нам предложили скооперироваться и взять такси напополам, соответственно, они здесь живут, они местные, то есть как бы в этом плюс, и все, то есть сейчас скинемся пополам по 33 рингита и доедем до туда. Ну, а там уже обратно посмотрим, как, может тоже так же, скорее всего так же и поедем. В общем, приехал сейчас таксист, Россия. 4 человека, не согласился везти. Говорит, там в гору нужно ехать, машина не вывезет. Ждем другую, в общем. Ну что, Кать, как дела? Отлично. Say hi. Ребят, наконец-то мы приехали и сейчас будем подниматься на фуникулере в горы. Посмотрим вообще, как тут все это выглядит красиво. Но я уже вижу, очень здорово. Это хорошо, что мы поехали на машине, Катя говорит, потому что если бы мы поехали на автобусе, то ну вот по серпантинной дороге ее бы точно стошнило, то есть. Ну, Да? не каждый выдержит. Меня бы не стошнило, но дорога серпантинная. Ехать около минут 40. Ну, на самом деле, вот прям похоже на крымскую дорогу и на Крым в целом. Вот смотрите, собственно, ребят, ну очень здорово. Горы, кстати, меньше, чем в Крыму, по-моему, кажется мне, да? Это, друзья, прямо премиальный аутлет, по крайней мере, он себя так экспозиционирует. Вывески, кстати, обозначают, то есть полностью по этажам, где что находится. Очень удобно. Так, Chicken Rice Shop. Ну, пойдемте. Курица с рисом. Цены вроде как приемлемые. 10, 12, 17 рингит. Нормуль. Катюша плохо у нас. Катюша болеет. Кушать не хочет. Донесли курочку. Овощи какие-то, не знаю. Здесь роллы. Яйцо. Еще что-то. Салат какой-то. Ну, в общем, это все вышло всего лишь на 58-80 рингитов. Вот так вот я проголодался. Все это я съел. Катя вон пришла только с соком. Кстати, безналом расплатилась, да? Вообще, здесь удобно, кстати, то, что это можно картой везде оплачивать. На современная локация. Вот это вот, я не знаю, что это. Если вы любите соевый соус, то вам зайдет, потому что здесь все любят делать в соевом соусе. Яйца, какой-то омлет, вот эти а-ля роллы, это все в соевом соусе. Салат это в соевом соусе. Вот эти корешки, это как будто, знаете, на вкус, я не знаю, ну, как картошка, но не совсем картошка. Скорее всего, это отростки от картошки в соевом соусе, короче. Но бульон я тоже пить не хочу, потому что он как-то выглядит несимпатично. Не сильно я доверяю, ну еще и вот чаек сейчас выпью. Так что, ребят, Катя у нас сегодня болеет. Все, в общем, ребят, вернулись. Ни на какие мы вершины не стали подниматься. У Кати все, ей очень плохо, короче. Поэтому сегодняшний день мы будем дома. Сегодня у нас даже небольшой такой, знаете, день пустых трат. То есть мы на метрошку потратились, ерунда. На такси до туда потратились, ну, ерунда, потому что напополам с девчонками. Обратно я отдал 20 баксов, короче, 20 баксов за такси, когда оно вышло всего лишь 10 баксов, потому что долларами он не принимал, короче, уболтал, в общем, обидно. Ну ладно, сейчас будем лечиться. Пойдемте смотреть наш
умопомрачительный бассейн за такую стоимость, ну, честно говоря, в Дубае, я не знаю, даже в туалет не сходишь, если он будет платный. Помаши подписчикам. Ну а если вы хотите так же, то пишите свои комментарии, обязательно ставьте пальчики свои вверх, и я поделюсь локацией и подробным гайдом, как здесь, в принципе, можно отдыхать. Доставка — это прекрасно, это лучшее, что придумало человечество. Правда, нам привезли зеленые бананы. Ну ничего, поспеют. Сколько эта еда стоила? Принесла. Пожалуйста. В общем, сегодня еще несколько дней остается у нас в Куала-Лумпуре. Мы еще на Лангкави хотели поехать, но смысл туда сейчас ехать, потому что мы в любом случае едем на Бали, и деньги просто так тоже не хочется выкидывать. В следующий раз обязательно на Лангкави тоже съездим, потому что это остров, но малазийский остров. Но сейчас вот еды нас заказывали. Сегодня вообще у меня день рождения, сейчас еще пойдем на басик. Ну, не знаю, посмотрим, что к вечеру будем делать. Ну что, ребята, как вам Куала-Лумпур? Как не хочется отсюда уезжать, просто вообще. Мы сегодня уезжаем в Сингапур. На часах 3 часа ночи или 3 часа утра. Боже мой, какой вид там, блин. Наверное, на камеру, конечно, сейчас не передастся, но так не хочется отсюда уезжать просто. Здесь вот именно какая-то такая, знаете, своя жизнь, да, Катюша, своеобразная. Своеобразная, приятная до безобразия. Вот, и так не хочется, конечно, покидать, но надо. Паша, скорее такси ждет. Все, пойдем. Такси вызвали только за карту. У нас наличка есть, но за наличку, к сожалению, не получилось. Почему? Непонятно. Ночью почему-то не приезжает. Да, ночью почему-то такси не приезжает, имейте это в виду. Так, все собрали. Все собрали. Наши 2 сумочки. Даже не верится, что там вся жизнь. Просто, ребята, мы летим в Сингапур. Самое прикольное, то что мы быстро очень прошли, получили посадочные талоны. Вообще мы изначально, я зарегистрировал нас онлайн на рейс, Катю пропустили сразу, то есть она могла просто с телефоном пройти и все. Ну, типа, просканировать билет и пройти дальше. Мне на электронном тикете, к сожалению, на посадочном талоне написали то, что проверка документов. Мы такие, ну, твою налево, сейчас не пустят в Сингапур. Момент, что нужна виза. Мы летим без виз. Потому что до 96 часов в Сингапуре можно без виз находиться русским гражданам. На другие страны смотрите информацию в интернете. Короче говоря, проверок как таковых вообще практически не было. Мы спокойно прошли, багаж не взвешивали. Просто у меня сумка моя весит, наверное, килограмм 15, когда человек ставит чемодан с 7-6 килограммами. Ну, это жесть просто. Да. Он, видите, компактно выглядит, потому что у меня ноутбук сверху поставлен, и все вещи, они аккуратненько биточком набиты, красивенько, аккуратненько так. И все. Аэропорт Куала-Лумпура довольно большой, приятный, чистый, очень красиво тут в целом все сделано, очень много кафешек, ресторанчиков, вкусной кухни. Классный аэропорт, реально очень классный, ставим лайк. Есть бесплатный Wi-Fi, что довольно-таки плюс, потому что не везде, многие требуют номер телефона, причем местные, а откуда у international людей, foreign people, местные номера, это плюс большой.